Всех приветствую, меня зовут Костя Кадочников, и это иная реальность. Данный выпуск получился не совсем обычным, так как в этом видео я побываю сразу в двух локациях. Так вышло, что одну из локаций я был вынужден покинуть, не отсняв материала на полноценный выпуск. И поэтому я решил добавить еще одну локацию в это видео. Посмотрите этот выпуск очень внимательно и до конца, потому что в нем реально сняты очень пугающие моменты. В 1897 году усадьбу в Белогорке с торгов на аукционе приобретает Александр Григорьевич Елисеев как свадебный подарок для своей единственной дочери Елизаветы, которая накануне выходит замуж за Ивана Яковлевича Фомина. Через 20 лет в страну приходит власть советов, а для семьи Фоминых 1917 год становится роковым. Сначала усадьбу Елисеевых национализируют и превращают в сельхозкоммуну. Затем от болезни умирает ее владелица Елизавета. И буквально через полгода ее муж Иван Фомин кончает жизнь самоубийством в Белогорке. С сентября по декабрь 1943 года бывшая усадьба купцов Елисеевых находится в оккупации у немцев. При отступлении в 1944 году они устраивают пожар, в котором сгорает весь деревянный интерьер усадьбы. Восстановить ее удается только к 1948 году. В 1956 году усадьбу преобразуют в научный институт Белогорка, но после распада СССР он прекращает свою деятельность, и некогда впечатляющее здание приходит в запустение. Ходят легенды, что призрак Елизаветы до сих пор бродит по той опустевшей усадьбе. Что пугает борщевик невероятных размеров. Вот она виднеется, усадьба. Охренеть! Какое оно жуткое! В то же время красивая. Обалдеть. Это что было?
Только что стебель двинулся. Главное, чтоб я не двинулся. Дождь начинается сильнее. Плантация борщевика. Какие-то парижские катакомбы. Как тут тихо. Тележка. Здесь явно кто-то обитает. Блять, топор. Что-то как-то мне уже не очень тут нравится. Спрячу-ка я их подальше. Что это было?
кстати. Очень много вот таких пауков. Это что, краска? Фу, блин. Это зеленая плесень какая-то. Выглядит охеренно. Такое чувство, как будто ходишь по какому-то замку. Так, я хочу посмотреть, что там. Просто чердачное помещение. Находимся под самой крышей. Блин, вот эти капли.
Кто здесь? Эй! Хотелось бы пояснить, что же там произошло и почему я прервал съемку. В тот момент я испытал настолько сильное чувство страха, что больше не мог психологически там находиться. После того, как я отчетливо слышу характерный звук подошвы, скользящей по крыше, я понимаю, что там кто-то есть. И меня сразу одолевает дикая паника, но вместо того, чтобы просто уйти оттуда, я начинаю искать источник звука. Я понимаю, что ни один человек в здравом рассудке не полезет на мокрую и скользкую крышу в темноте, которая к тому же находится в аварийном состоянии. Это просто ненормально. А это значит, если по ней кто-то и ходил, то этот человек явно находится не в себе. И какое-то внутреннее предчувствие заставило меня покинуть этот объект как можно скорее. На монтаже первое, что я внимательно изучил, это окно, в которое я сразу посмотрел, как услышал шум с крыши. И на первый взгляд ничего необычного там нет. Но если осветлить картинку и полистать этот момент покадрово, то можно заметить, как за стеной кто-то прячется. Четкий объект, который сразу исчезает за стеной, когда на него попадает свет. Можно предположить, что там мы видим фрагмент одежды человека, который прячется от меня за той стеной. Но посмотрите на это место снаружи здания. Вот то самое окно, из которого я снимал, а красной линией обозначен угол стены, за которой скрылся объект. И у меня один вопрос. Как там вообще можно физически находиться? Но это еще не все. Буквально через несколько секунд видеоряда я обнаруживаю это. Когда я поворачиваюсь от окна в обратную сторону, в кадр попадает отверстие на потолке, в котором на мгновение появляется чья-то рука. Отмечу, что между этими событиями всего несколько секунд, а расстояние от той стены до отверстия на потолке довольно приличное. И при всем желании переместиться за пару секунд на такое расстояние просто нереально. Из этого можно сделать вывод, что там находилось как минимум 2 человека. А может, со мной в прятки решил поиграть сам призрак? И это еще не все, что произошло в этот короткий промежуток времени. Внимательно прислушайтесь к этому моменту. Когда я отворачиваюсь в противоположную сторону и начинаю идти, то на фоне моих шагов можно расслышать звук, который сильно похож на слово «где». Примечательно то, что в тот момент этого голоса я не слышал. И тут 2 варианта. Либо я этого не заметил, потому что находился в панике, либо этот голос присутствует только на записи. В любом случае от этой ситуации бегут мурашки по коже. И я понимаю, что проект «Иная реальность» заключается в том, чтобы столкнуться с паранормальным. Но в тот момент у меня просто не хватило сил. Следующее место не обладает какими-либо мистическими легендами. По крайней мере в интернете, что касалось бы паранормального, мне не удалось отыскать. Но тем не менее, многие блогеры с хоррор-тематикой посещали это место, и им даже удавалось обнаружить нечто странное. И я лично решил посетить этот жуткий пансионат.
В советское время здесь был популярный пансионат с озером. Сюда приезжали лечиться со всего Союза. Бывшая здравница с теннисными кортами, банями, танцплощадкой и даже кинотеатром. Здание состоит из 5 этажей и подвала, который использовался для сортировки, хранения и приготовления еды. Помимо того, по открытым данным, на территории пансионата располагалось бомбоубежище со множеством коридоров и комнат. Так, я на месте. Заброшенный пансионат, Голубое озеро. Это получается главное здание. Так. Блин, как я не люблю такие коридоры. Так, а здесь что? Ага. Лестница наверх. И похоже подвал. Ладно, давайте наверх. Опа. Гильза от патрона. Ну-ка, вылетайте нахер. Вон выход. Птицы офигели от моего присутствия. Так, еще какой-то корпус. Что-то бахнуло вдалеке. Фу, блин. Очень мрачное место. Это что за кемпинг? Камера пыток, место смертников. Зашибись.
О, ни хрена себе, тут бутылок пластиковых. Видимо, кого-то жажда замучила. Нет, это, возможно, какой-то подпольный цех. Может быть, какого-нибудь лимонада. Вы за***ли пугать. Заблудилась, блин. Еще вроде как здесь на территории имеется бункер, который имеет очень много ходов. Возможно, он затоплен. Да, блин. Местные летучие мыши. Так вот, в этом бункере говорят, что можно заблудиться. Так ли это или нет, мне предстоит выяснить. Я смотрю на камеру, и мне кажется, как будто там кто-то стоит. Этот момент мне напомнил фильм «Дом на холме призраков». Там, где девушка стоит с камерой, смотрит вперед, никого не видит, смотрит в камеру, а там стоит призрак. Вот, наверное, такие моменты вгрызаются в память, а потом ты идешь и ожидаешь такого в реальной жизни. Так, ну подвал показался мне довольно безобидным. На улице густой туман. Начинает холодать. Я надеюсь, он не затоплен. Блин. Все-таки тут есть вода. Попробую пробраться. Бля, какой-то слизень.
полез. Дохлая птица. С этой дыры свисают какие-то цветочки. Так, тут тупик. Жутчайшее место, просто жутчайшее место. Комната с противогазами. Эх, прикольно здесь. Пахнет гарью. Что-то я не понял. Кажется, как будто глубоко. Вроде нормально. Так, это выход. Да, походу и правда не обманули. Здесь реально можно заблудиться.
Вообще тут так неприятно. Так, оттуда я пришел. Шаги чьи-то. Там кто-то есть. Отчетливо были шаги, это 100%. Так, там еще один есть выход. Не может быть, чтобы кто-то ходил без фонарика там. Это вообще нереально. Прямо сейчас нужно сделать очень важную вещь. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Именно ваша активность заставляет меня снимать еще больше интересного контента. Ну а на этом все, ребята. Всем пока.